Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим, что нас ждет в этот непростой, но знаменательный день, когда осуществляются выборы президента США. Так, ну и вот, в общем-то, календарь макроэкономических событий. Ключевое событие 16:00 по Москве – это президентские выборы США. Сегодня не так много событий, ну и самое главное событие – это, конечно же, президентские выборы. Так, ну и вот картина маслом от Ван Блумберг. Трейдеры рассматривают дешевые рубли как способ хеджирования. Но смысл здесь очень простой, что текущая ситуация, если в ней выигрывает Трамп, то рублевые активы, они оказываются очень и очень привлекательными, потому как в этой ситуации будет приток в рублевые активы. Все делают ставку по большей части на победу Байдена. Рубль очень сильно подешевел, спустился до минимумов за последние 5 месяцев, в то время как иностранные инвесторы держат на 37 миллиардов долларов ОФЗ. И поэтому в случае, если побеждает все-таки Трамп, то, соответственно, те, кто сделал ставку на рубль, они окажутся в очень хорошем плюсе. Потому что рубль в этой ситуации будет укрепляться. Временно, но будет укрепляться. Помимо всего прочего, при текущих ценах на нефть, даже если побеждает Байден, надо четко понимать, что победа Байдена сразу, она не придет к тому, что резко тут же начнут ввинчивать санкции. То есть для этого потребуется какое-то время. И вполне возможно, что по факту того, как выберут даже Байдена, и я об этом говорил в воскресном выпуске, если нефть не будет падать, то мы вполне можем увидеть сегодня-завтра укрепление рубля к доллару. Так, давайте рассмотрим позиции юридических лиц на ММВБ, на Форте. По РТС. По РТС сделали ставку на очень хороший отскок. Видите, шорты просто мощно резанули. Сбербанк здесь нарастили короткие позиции. Газпром, наоборот, порезали короткие позиции, то есть ожидают отскока, продолжения роста. Норникель. Здесь более существенная ставка на то, что срезали шорты, то есть ожидают дальнейшего роста Норникеля. Так, ну вот по рубль-доллар здесь все-таки больше порезали шортов. То есть ожидают, что все-таки будет, ну по крайней мере с утра, продолжение роста доллара к рублю. Однако вот это соотношение, оно в целом все-таки больше указывает на то, что будет с утра, скорее всего, консолидация, проторговка. Но я вот здесь особой силы для отскока наверх и роста доллара не наблюдаю, исходя из такого изменения позиций. Евро-рубль. Ну здесь более или менее прослеживается тенденция на ослабление евро к доллару. Евро к рублю, то есть делают ставку на то, что евро к доллару, евро к рублю будет немножко проседать и рубль будет укрепляться. Так, ну и вот он, тот самый евро-доллар. Здесь ставка на то, что евро-доллар все-таки будет ослабляться. Нарастили шорты, порезали лонги. Так, серебро, но здесь сделали ставку на то, что серебро будет немножко проседать с утра. По золоту ждут корректирующего отката. Но опять же, здесь изменение позиции, оно совсем вообще небольшое. Природный газ, здесь ставка на рост. Так, ну и что касается нефти, здесь все-таки ставка на рост по нефти, потому как шортов порезали значительно больше, чем лонгов. Так, друзья, далее, что касается Китая, по Китаю сегодня идет достаточно уверенный рост. Соответственно, то, что Китай растет, это позитив дополнительный для мировой экономики. И для России, особенно для черной металлургии. Так, далее RGBI, российский индекс ОФЗ. Что здесь примечательно? Пробили сильный уровень и сейчас, по идее, должны продолжить падение. Тем более, пробили даже проторговку, которая была под сильным уровнем. Но это с одной стороны. С другой стороны, здесь двойное дно. И поэтому, если сегодня-завтра все-таки будет задерг назад на сильный уровень, то вот эта вся картина, она может привести наоборот к притоку в ОФЗ, хоть краткосрочному, но притоку и укреплению рубля к доллару. Вот. Если сейчас вот это движение вниз продолжается, то мы можем увидеть уже более существенное, более ощутимое ослабление рубля, 82,5 к доллару, возможно даже 86. Так, что касается американского индекса SFD на фьючерс S&P, но здесь идет движение, попытка закрепления 3320, 3300 пробили,
Соответственно, достаточно позитивное движение. Если мы сегодня торгуемся вот в этом диапазоне выше 3300, то вполне вероятно, что по факту проведения выборов мы увидим движение вот сюда, вот к этому зеленому прямоугольнику. Вот. Сейчас, если все-таки разовьется корректирующий откат и будет пробитие 3250, то в этой ситуации мы, наверное, очень быстро за несколько дней достигнем 3300. Судя по тому движению, которое здесь пошло, отсюда должен развиться отскок, ну как минимум хотя бы коротенький отскок, и скорее всего цель движения будет либо зеленый треугольник, либо повыше. Это наиболее вероятный сценарий. Вопрос в том, насколько долго этот отскок будет развиваться. То есть это может быть как короткий задерг, так и уверенное движение с целью сделать вот этот перехай. Так, друзья, далее нефть. По нефти, в общем-то, вчера достаточно благоприятное движение было. Но видите, я вот как предполагал, то есть диапазон 37.43, 38.43, он, скажем так, основополагающий для нефти, и будут все равно стремиться в этот диапазон цену возвращать. Вот, конечно, может вполне движение быть повторный пробой 35,5, движение на 33,30. Вот, но пока как бы все указывает на то, что стараются держать вот в этом диапазоне, который является, с моей точки зрения, краеугольным для нефтяников, и особенно для нефтяников Соединенных Штатов. Потому как цена держится в этом диапазоне, начало расти количество активных буровых вышек. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что американская нефтяная промышленность чувствует себя более или менее сносно при таких ценах на нефть. Так, ну на 4-часовике сейчас рисуется корректирующий отскок. Что здесь важно? Чтобы этот корректирующее движение, которое здесь возникает, оно не пробило диапазон 38-37,3. Вот если этот диапазон взят не будет, то вот этот вот откат, который отсюда может вполне сейчас развиться, он приведет к тому, что будет донабор позиций и дальше попытка закрепиться выше 39,62. Но смотрите, здесь как бы два момента возникает. С одной стороны, вот этот сильный уровень пробили и под ним поторговались. То есть здесь открыта дорога на 35,5, мы немножко не допадали, и потом 33. Но с учетом того, что диапазон цен 37,43, ну или 38,43, он, скажем так, наиболее востребован, судя по тому, как здесь проторговка протекала, и судя по тому, что эта цена, она в целом покрывает затраты нефтяников на добычу нефти в среднем, не всех, но в среднем. Вот, поэтому очень упорно пытаются заново затолкать в этот диапазон и особо далеко не дать от него уйти вниз. Вот. Опять же, обращаю внимание, вот сейчас повторное пробитие вот этого диапазона, оно может привести к очень быстрому движению не только на вот этот уровень, который 36,6, 36,7, но и к более сильному движению, цель которого будет уже не 35,5, а 33. Вот. Но на текущий момент сформировался отскок, все как бы формально, мы здесь в этом диапазоне удержались выше 38. Соответственно, то есть если проторговка в этом диапазоне продолжится, отсюда вполне может быть отскок, цель которого 40,83 и даже более высокие значения. Так, далее золото. По золоту здесь попытка реализовать корректирующий откат, но если не будет 1882 пробито, то соответственно это просто придет к тому, что здесь будет донабор позиций в ходе этого движения. И вот у нас ближайшая цель это 1907-1906. Вот мы к этой цели должны так или иначе сходить вот сюда вот. Но сейчас все-таки здесь, наверное, будет какое-то движение, возможно, на 1882. Если будет более сильный пробой и проторговка, то, соответственно, мы проседаем на 1860-1850. И пробой 1850, следующая цель вполне может быть 1815. Я пока такого развития сценария не жду. Скорее всего, вот здесь, по факту проторговки до набора позиций, мы все-таки 1907 сделаем. Ну, сегодня или завтра. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow котировка. Ну, вот то, что мы выше 80 закрепились, это достаточно негативный знак. То есть из-за того, что
вот таким образом развивались события, теперь открыта дорога на 82,5. Но на Блумберге пошли очень подозрительные статьи по поводу того, что с помощью рублей хеджируют риски. Вот, поэтому здесь надо помнить, что фондовый рынок это достаточно такая очень интеллектуальная и очень меняющаяся субстанция, и поэтому вполне как бы допускаю, что может быть ход, что после завершения выборов, даже если победит Байден, все равно какое-то движение откатное вполне может сформироваться. Вот напрашивается этот диапазон. Так, ну вот исходя из 4-часовика у нас здесь необходим корректирующий откат на 79.91, тестирование вот этого значения. Если это значение пробивается, то соответственно следующая цель движения находится на 79.1, 79.15, вот сюда вот. Но если с утра мы сейчас получаем задерг и пробитие 81 на объеме, то следующая цель движения у нас будет находиться сегодня уже скорее в районе 82,5. Но на 4-часовике здесь разворотная формация, которая вполне может привести отсюда к движению на 79,9. Так, друзья, далее евро-рубль. Что здесь примечательно? На текущий момент мы сделали двойную вершину уже даже не касательно мартовских максимумов, которые были 89, 85, ну там 90, мы уже сделали двойную вершину, которая по отношению к январю 2016 года. То есть, когда нефть была 27 долларов за баррель, вот этот вот импульс произошел, у нас сейчас такая же цена евро к рублю. Вот здесь, если не будет дальнейшего роста, пробоя и закрепления, отсюда напрашивается корректирующий откат, но с целью движения как минимум на 90,8. Так, ну и вот дневной таймфрейм. Здесь, в общем-то, достаточно высокая вероятность, что отсюда разовьется корректирующий откат. Цель этого отката будет на 92 и, возможно, даже возврат вот сюда, вот в этот диапазон 91, 90,78. Вот сюда вот. Текущее вот это движение, оно либо приведет к тому, что по факту повторного пробития максимального значения вот этого достигнуто, разовьется рост на 96,100. Ну, здесь как бы сейчас напрашивается логичный ход, это корректирующий откат. Потому что и евро, и доллар, особенно евро, очень сильно перепроданы. И здесь необходимы действия, которые приведут к разрядке ситуации. То есть вполне как бы здесь, естественно, напрашивается корректирующий откат вплоть до вот сюда этого значения и потом тестирование на прочность 89,8 вот этого значения. Так, что касается ситуации на открытие. Евро-рубль, часовой таймфрейм. Ну смотрите, здесь текущая ситуация, она в общем-то описывается тем, что происходит поджатие к уровню 94. Вот в таких случаях либо происходит пробой, в данном случае диапазона 94-94-15. Если такой пробой происходит, то ближайшая цель движения евро-рубль это 96 и потом 100. Если пробоя здесь не будет, то вот это все ведет к тому, что происходит корректирующий откат. И в случае пробития 93,5 мы вполне можем увидеть импульс движения сначала на 93 и потом вот сюда вот на 92,5. То есть вот текущая картина, она указывает на то, что либо будет рывок, пробой вот этого диапазона и уход на 96, либо если такого сегодня не происходит, но при этом нефть находится на текущих значениях, достигнутых в результате отскока или даже более высоких, то мы отсюда увидим корректирующее движение сюда и потом вот куда-то вот сюда вот. Вот таким образом, резюмируя на открытии, важно будет или не будет пробит вот этот диапазон. Если он пробивается, да еще и потом проторговка, то у нас уже сегодня возникает импульс движения на 96. Если такового нет, то идем сюда и потом сюда. А критерий того, что идем вниз, то есть укрепляется рубль, это пробитие 93,5. 93,5, даже 93,45, если пробивается, то рубль уходит укрепляться и очень хорошо. Все, друзья, основные активы. Спасибо за внимание.